Всем здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Здесь я и мои псы, верные, надежные, Луна и Ноа. Показываю в кадре, потому что спрашивали, куда делись собачки. Давно вы их не показывали. С собачками все прекрасно. Чувствуют они себя великолепно. Да, все у них хорошо. Но сегодня не о собачках. Сегодня мы продолжим опять наш разговор о сансевериях и размножении сансеверий путем семян. Да? Первую часть видео, в которой я рассказывал полностью, пошагово, да, как получить семена сансеверий, я оставлю вам в описании к данному видео. То есть вы можете зайти на ссылку и посмотреть. В этой части я уже буду показывать дальнейшие шаги после получения семян, что мы будем делать пошагово. И всем, кому интересно, я думаю, всем сансеманам, по крайней мере, это будет информация полезна, и можете взять ее себе на заметку. Поэтому оставайтесь со мной, сейчас я вам начну показывать все последующие шаги после того уже, как у нас с вами завязались семена, друзья. Начнем. Так, друзья, мы попадаем в мою прачечную комнату, где у меня живет сансевьерия, с которой мы будем получать семена. Как вы можете видеть, семена уже достаточно хорошо созрели. Сбор семян мы начинаем, да, как я уже показывал в первой части весь процесс, как они начинают завязываться. Потом мы ждем примерно 1,5-2 месяца. Мы ожидаем, пока цветонос, на котором росли и завязывались наши сначала цветы, потом плоды, начинает усыхать. Когда цветонос начинает усыхать, как вы можете видеть, он даже мой начал наклоняться, это признак того, что семена наши начинают созревать. Мы не начинаем сразу срывать быстро, да, все плоды. Вот, например, видите, некоторые до сих пор еще зеленые висят. Но когда цветонос уже усыхает, мы аккуратно берем плодик, буквально один, да, и пробуем его оторвать слегка. То есть слегка потянув за плод, если он начинает отходить, как вы можете видеть, да, у меня, значит наши плоды уже начали созревать. То есть легко отходит кожура от плода. Также есть небольшое количество мякоти, да, совершенно небольшое. Но это уже признак того, что плоды наши готовы к сборке. Также у меня здесь созревают еще плоды одной сансеверии парвы. Скорее всего, это будет простая сансеверия парва. Хотя я ее пытался скрестить массонианой, но посмотрим, что получится. Здесь вы можете видеть, да, побег еще не начал, цветонос точнее, не начал еще усыхать. Значит, плодам еще стоит повисеть, несмотря на то, что они уже получили этот яркий цвет. После чего, когда я удостоверился, что большинство семян отходят очень легко, я начинаю аккуратно все эти плоды, опять-таки не спеша, как вы можете видеть, не спеша собирать один за одним, отделяя. Если какой-то плод не отделяется, мы чувствуем, что он еще плотно сидит на цветоносе, то не стоит его отрывать, потому что, значит, ему еще стоит, друзья, посидеть какое-то время. Так все постепенно. Вы видите, вот так они отходят. Получаются такие плоды, очень мягкие. Внутри находится косточка. Косточки или семена я вам покажу чуть дальше в процессе. Но сначала, конечно же, мне нужно все максимально обобрать. Видите, постепенно я собираю. В общей сложности у меня, друзья, после сбора всех семян с данного растения получилось 75 плодов. Здесь у меня были растения массониана, скрещенная сансеверия Black Gold. Да, сансеверия Black Gold это тоже сансеверия трифасиата. Массониана относится к жестколистным сансевериям, а Black Gold относится к трифасиатам. То есть она среднерослая. И посмотрим, какой будет финальный результат. Я очень доволен такому большому количеству созревших плодов. Сам по себе цветонос был очень мощный и огромный. Не на каждом растении, не каждая сансеверия сможет, так сказать, вытянуть такое большое количество плодов. Кстати, во время созревания некоторые плоды начинали отсушиваться, то есть они еще были зеленые, но начинали отсушиваться и погибать. Отвалилось, вы знаете, порядка 5 или может быть 10 семян. Но в общей сложности 75 я смог собрать. Да, вот вы видите они, вот такие вот, совершенно мягкие, очень легко отходящие. Показываю вам просто поближе, да, чтобы не было никаких у вас совершенно сомнений на этот счет. Как же, что, почему, как они отходят. Вот так, прекрасно они отходят. Смотрите, видите, вот такие, камера не дает сфокусировать, вот такие маленькие, приятные на вид плодики. После чего нам нужно будет с вами, после того, как мы собрали все наши плоды, нам нужно будет их постепенно, аккуратно, вот смотрите, кстати, 3 осталось, я их пока срывать не буду. Вот эти, они еще не готовы к сборке урожая, так сказать, да, все остальное я уже обобрал. Вот эта мякоть осталась, она нам не принципиальна, потому что мы просто срежем потом цветонос, и он нам не будет никак мешать.
да? Но сейчас плоды я буду промывать. То есть мы не будем их оставлять просто так, мы будем их хорошо промывать под проточной водой. Можно использовать вот такое, как у меня сито, может быть у вас есть что-то другое. Просто аккуратно, тоже не до маниакального состояния, сдирая всю абсолютно мякоть, просто аккуратно облупляем их, да, так сказать, очищаем, промываем. Мякоть достаточно легко отходит. Некоторое количество мякоти, конечно, останется на плоде, но это не смертельно. Нам главное просто их хорошо промыть, и после чего мы должны будем их хорошо просушить в течение 24 часов. То есть не стоит их сразу высаживать, нужно будет их нам хорошо с вами, друзья, просушить. Когда все наши плоды хорошо промыты, мы видим, что у нас, в зависимости от того, конечно, сколько у нас плодов получилось, этих семян, когда все хорошо промыто, мы оставляем их на просушку. Вот такой примерно у вас должен быть результат. Как вы видите, некоторые семена чуть большего размера, некоторые семена чуть меньшего размера. Когда они еще влажные, они выглядят вот так. Вот так выглядит уже высохшая семечка. Видите, она чем-то напоминает такую небольшую горошину или, знаете, нутовые тоже бобы напоминает, да, чем-то, так сказать, по форме. Вот такая получается у нас с вами семечка. Как я уже сказал, они бывают разных размеров, бывают чуть больше, бывают чуть меньше. Но в среднем будут выглядеть они все так. После чего я их выложил на просушку. Как вы видите, да, следы мякоти остались. После этого, когда я выложил их на бумажное полотенце, я их еще немного, вы знаете, так покатал по этому бумажному полотенцу, каждую семечку, то есть подходило еще больше мякоти, и получился у нас вполне себе чудесный результат. Вот такие примерно плодики, семена мы оставляем на просушку в течение 24 часов. Так, друзья, вы знаете, к сожалению, следующий шаг, когда я высаживал семена, почему-то он у меня не сохранился в телефоне, прошло уже очень много времени. Да, но, в общем, как я использовал, все 75 семян, я взял вот такой горшок, размер как плошка, засыпал его грунтом для суккулентов, очень и очень хорошо смешанным, вы можете видеть, да, я дальше расскажу про пленку, смешанным с перлитом, то есть грунт получается очень легкий, примерно 50, 70 или даже 60 на 40, 60 грунт для суккулентов я взял, 40% перлит, прям очень много перлита, хорошо влагоемкий, я его высыпал грунт примерно вот так. Да, такой уровень. После чего на этот грунт я аккуратно высыпал в хаотичном порядке семена сансевьерии и засыпал еще примерно сантиметра полтора. Примерно вот столько я еще грунта засыпал сверху. То есть представили вот так, выложили семена и засыпали. После чего я все это дело слегка полил водой из леечки, так шик-шик-шик-шик-шик, все это полил и накрыл пленкой. Пленка обычная пищевая, любая какая у вас есть. И я ее подвязал здесь слегка скотчем, чтобы она сильно не поднималась. Но оставил небольшие участки, где проходит воздух. Как вы можете видеть, да, вот здесь попадает и вот здесь попадает воздух. Но при этом конденсат собирается влаги прекрасно. Поставил все это дело на светлое место и фактически забыл. Вы можете полностью, например, накрыть пленкой и сделать просто отверстие, какой-нибудь зубочисткой или еще чем-то. Тоже будет прекрасно вентиляция работать. Периодически я подходил, проверял. Вы знаете, это все дело я сделал 1 августа. Да, сейчас у нас получается 5 сентября. И вы знаете, вот 1,5 месяца я примерно ждал созревания плодов с момента их завязки. Около 2 месяцев даже. И прошел месяц. И, друзья, смотрите. Сейчас я вам покажу первые результаты. Что же у нас здесь имеется. Аккуратно приподниму мою клееночку, не клееночку, а пленочку. Оп. И сейчас я переставлю камеру и покажу вам мои первые результаты. Друзья, вот вы видите этот грунт, он слегка даже позеленел от достаточно повышенной влаги. Что мы видим? Спустя месяц мы видим, смотрите, кто это. Маленькая сансевьерия. Вот, смотрите, кто это. Оп, тоже видите? Тоже маленькая сансевьерия. Я еще не знаю, какой они будут формы, как я рассказывал в первой части видео, да, могут они быть разного, могут часть унаследовать от Массанианы, могут унаследовать от Black Gold, но время покажет, я буду вас держать в курсе, но вот вы можете видеть, спустя месяц и несколько дней появилось вот это, и вы знаете, здесь есть еще одна, так, давайте мы ее с вами найдем, вот, видите, вот тоже, вот она, видите ее, вот это она. Это тоже маленькая сансевьерия. Вот их пока вышло 3. Но, вы знаете, они имеют такую тенденцию, что они начнут выходить постепенно еще. То есть они нет у них такого, что они всходят в один миг. Они могут выходить в течение месяца вообще. Но вот эти оказались самыми шустрыми. Самая первая вышла вот эта. Потом последовали за ней следующие. Вот такой вот результат, друзья, как вы можете видеть. Так что, друзья, вот я поделился с вами первыми результатами всхода моих
сансеверий. Я очень им рад. Я не ожидал, честно сказать, что будет. Я знал, что взойдут, я был уверен, но не ожидал, что так быстро. То есть реально весь процесс от начала опыления до всхода занял у меня примерно 4 месяца до первых всходов. То есть пока я опылил, да, они потом начали завязываться, созревали месяца, да, даже, наверное, 3,5 месяца все заняло это. Главное иметь терпение, набраться терпения, слишком рано ничего не обрывать, ничего не собирать. Не нужно специально ни в чем замачивать, в каком-то корневине, еще чем-то. Прекрасно высаживаем в легкий грунт, делаем эффект теплички и ждем. Также я посадил семена другой сансеверии, который я вам показывал в начале, да, парвы. Там было 3 всего семечки. Не знаю, что-то из них будет, нет, тоже вам покажу в процессе. И самое интересное, что вот эти семена, их там 75, даже если взойдет 10-15, это уже будет большой успех, на мой взгляд. Но каждое растение может быть, выглядеть по-разному. У них будет, по идее, у большинства какой-то определенный сортовой признак. Так как я скрестил 2 растения, да, я взял Массаниану и взял Black Gold. Одно из этих растений даст нам 70% генетического материала от отца, да, одно будет, нет, матерью 75%, или даже 85%, не буду обманывать, большая часть это мать. Она нам даст форму, то есть форма идет по матери. Кто окажется матерью, в плане, хотя мы опыляли Массаниану, да, но она может оказаться, ее гены слабее, да, и она даст нам потом гены как отца, а матерью окажется, например, Black Gold. То есть форма будет от матери, а цвет от отца. Понимаете, да, что я хочу сказать, если разные сорта? То есть они перекрещиваются между собой, и мы получаем совершенно разные вариации. Вот так, например, азиаты, Индонезия, Таиланд и прочие, да, они выводят новые сорта. Они их скрещивают между собой, разные сорта, смотрят самые красивые экземпляры, какие у них получаются именно по цвету, потому что цвет у детки уже будет стабильный. Даже если она потом, мы с вами будем еще заниматься этими семенами, потом рассаживать, разделять все это дело, смотреть, какие получились мутации, что получилось. Так что подписывайтесь тоже на канал, если что. И, в общем, когда азиаты их разделили, они смотрят самые красивые мутации, между собой похожие, они их берут как сорт новый, да, они придумывают новый сорт, все остальное они уничтожают. Но я уничтожать ничего не буду, я каждую сохраню. Не знаю, где это все буду ставить, но пока они еще вырастут хотя бы до такого размера, пройдет еще, вы знаете, наверное, 2 года. Поэтому я абсолютно не заморачиваюсь, я абсолютно спокоен, буду выращивать, мне очень интересен этот эксперимент. И я думаю, все, если вы посмотрите еще первую часть и посмотрите это видео, то у вас будет полный гид по тому, как вырастить сансеверию из семян и добиться успеха. Если смог я, то сможете и вы. Такой мотиватор Николай. Я могу, и ты тоже можешь. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Оставайтесь со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, если еще есть какие-то вопросы. И до новых встреч. С вами были Николай, Ноа, вот такая вот красавица, и Луна, вот такая. Она очень скромная, но тоже очень-очень ласковая. Она очень ласковая, да? Вот такие вот мои куклы. Все, друзья, до новых встреч. Пока-пока. Хитрый.